Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. И тема сегодняшнего видео у меня имитация вточного рукава. Связала я вот такую вот футболочку, легкая футболка из ленточного хлопка. Вот у меня ленточный хлопок с такими секциями, красными и синими. Вы могли видеть точно такую же пряжу. Это Лора Пиано. Год назад я вам показывала футболочку точно с такого же ленточного хлопка, только цвет был у нас белый с черным. Вяжу я снизу вверх, резиночка. Все вяжется лицевой гладью. Очень простая футболка, потому как, сами понимаете, да, такой вот цвет. И здесь даже узоры, в принципе, и не нужны. Все, сформировала я пройму. И вот такой вот решила сделать небольшой рукавчик. Естественно, обратилась я к имитации вточного рукава. И сейчас я хочу вам показать, как я это делаю. Итак, вот наш рукавчик. Вот этот наш рукавчик, вырез для рукава. То есть вот он, вот этот вот наш вырез. Вот я развесила тут уже маркеры. Итак, смотрите. Для начала нам нужно выделить на плече некое количество петель. У меня это ширина плеча 6 сантиметров. 6 сантиметров умножаю на плотность. Плотность у меня 2,1 петли в 1 сантиметре. И выходит 12,6 петли. Чтобы было равное количество, я округлила до 12. То есть вот у меня центр. Здесь я вешаю маркер. И 6 петель в одну сторону, и 6 петель в другую сторону. Затем я начинаю вязать поворотными рядами, захватывая по одной петле по краю проймы. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Пока не дойду вот до вот этого участка. Что это за участок? Здесь я при формировании проймы, глубины проймы, закрывала один раз 4 петли и 2 раза по 2 петли. Вот здесь я уже буду не по одной петле захватывать, а смотрите, за 3 раза. Сначала 2 петли захвачу, затем снова 2 петли захвачу и затем захвачу последние 4 петли и выйду на центр. Да? То есть как бы это у нас с вами своего рода подрез. Все, сейчас я вам все покажу и думаю, что будет все понятно. Итак, вот у меня вырез рукава. Я вешаю маркеры, девочки. Вот это вот центральная петля на плече, вернее, центральный маркер на плече, на середине плеча. Здесь я сшивала петли методом петля в петлю. И вот отметила эту серединку. Затем от этой серединки я отсчитала 6 петель вправо маркер и 6 петель влево. Также повесила маркер. И то же самое, смотрите, я сделала по центру. Здесь я центральный уже не вешала маркер. Вот у нас центр, где шло разделение на 2 половинки. И вот здесь я закрывала, как я уже показала, один раз 4 петли. И вот 2 раза по 2 петли. Все, повесила маркер. То есть вот это один участок. И то же самое на второй половинке. То же самое. 4 петли. Раз, 2, 2, 2. Все, повесила маркер. И теперь я буду приступать к вязанию. Теперь еще такой момент. Как я отсчитывала петли? Как же я буду вязать? Многие вяжут различными способами. Кто-то провязывает от центра, вот от низа, от подмышки, провязывает все петли по кругу. И потом уже переходит вот к этой части, да, вот к этим центральным петлям. И начинает поворотное вязание. Кто-то начинает также сверху и работает именно с кромочными петлями.
Я же работаю не с кромочными, девочки, вот между кромочными петлями есть вот такая перемычка. Или ножка можно ее назвать, да? Вот она. И я буду вводить спицу вот в эту ножку. То есть не за саму кромочную, а за эту ножку. Я пробовала за кромочные, но так как у меня ленточный хлопок, и у меня получились дырочки. Мне это не очень понравилось, поэтому я решила именно вот за эти ножки. И отсчитывала я именно вот с изнаночной стороны. Так, это у меня ниточка осталась, когда я сшивала. Итак, вот я отметила вот этот центр. И от центра у меня идет, посмотрите, вот петля в одну сторону и вот петля в другую сторону. И вот эти ножки этих петель вот я и считала. То есть вот здесь у меня будет одна ножка, вот к этой петле, вот здесь. Вот у меня вторая ножка, третья, четвертая, пятая и шестая ножка. Эти ножки видно очень хорошо. Если вам не видно, то вы можете посмотреть на стык двух петель. Вот у нас, так, наверное, по лицевой вам лучше покажу. По лицевой стороне. Вот у нас, смотрите, одна кромочная петля. Вот она, одна кромочная. И вот вторая кромочная. А между ними вот она идет, вот она, эта ножка. Так, если их подтянуть, то ножку, вот она, ее хорошо видно. Вот она, эта ножка. Так что здесь не пугайтесь. На камеру, конечно, не очень видно хорошо, тем более, что вот такая вот пряжа темноватая. Но сейчас начнем вязать, и вы все поймете. Итак, отметила я по 6 петель от центра. Беру спицы номер 4. Я вязала все полотно спицами номер 4. Длина лески у меня 40 сантиметров. Как раз для рукавчика это такой приемлемая длина, если вязать круговым вязанием. И приступаю к работе. Берем нить, оставляем кончик, чтобы нам потом его спрятать. И начинаем с правой стороны. Итак, вот у меня кромочная петля. Вот вторая кромочная. И между ними вот эта ножка. Вот она, видите? И вот в ножку, в серединку я прям ввожу спицу. Кому неудобно, можно крючком. Итак, вот первая петля. Мне надо набрать 6 петель. Следующая ножка, вот она. Можно приподнять чуть-чуть. Вводим. Вторая ножка. Так, подтянули. 2. Третья ножка, вот она у меня. То есть на стыке двух кромочных петель у нас вот такая вот дужка или ножка. Все ее по-разному называют. Итак, 1, 2, 3. Следующая, вот она у меня. 5. Ой, 4, извиняюсь, 5 говорю. 4. Следующая, вот она ножка. 5. Вот она. И следующая ножка. Вот видите, уже вот она на стыке. Здесь уже она даже и не ножка получается у меня, потому что здесь я сшивала петли по краю. Так, тогда бы мне как бы лучше взять. Тут у меня ножки как таковой нет. Так как я прям за кромочную возьму тогда. 6. Все. И перехожу к следующей кромочной петле. Смотрите, вот с этой стороны, по-моему, у меня ножка есть. Нет, с этой стороны есть у меня ножка. Вот она.
С одной стороны не было, я там сшивала петли. И так вот, раз, перехожу на следующую сторону. Вот, видите, я подтянула, и очень хорошо ее видно. Ножка. 2. Следующие между двумя кромочными. Так, вот они, 2 кромочные. 3. Следующая. Подтягиваю. 4. 4. Вот она, 5. И последняя. Вот она, ножка, 6. Да, иногда они прячутся. Все зависит, конечно, от пряжи и от плотности вязания. У меня вот пряжа такая ленточная, она до ВТО такая вот прям рыхлое такое все вязание, но после влажной тепловой обработки все петли немножко подсаживаются вот именно вот в этой пряже, и все так выглядит очень даже неплохо. Все, девочки, вот мы провязали 5, 6 петель. Кромочные вот эти можно уже маркеры снять, они нам не нужны. И центральный маркер тоже можно снять. Все. Если кому неудобно, можете набрать петли прямо здесь за кромочными. Прям за кромочные. Если вам неудобно ножки. Все. Набрали. Теперь разворачиваем вязание к себе. Первую петлю мы снимаем. И прям сильно-сильно подтягиваем, девчата, чтобы не было дырочек, чтобы они не были очень слабыми. И провязываем все петли, которые у нас на спице, изнаночными петлями. В данном случае изнаночная, потому что у меня лицевая гладь. Я вяжу изнаночными петлями по изнаночной стороне. Так, раз. Тут мне подтянуть немножко надо петли. Вот так. Такая немножко, кажется, скользкая ниточка, но потом изделие после стирки очень даже неплохое получается. Итак, вот я провязала все. И теперь я беру одну петлю. То есть я начинаю прибавлять. При каждом, в каждом ряду мы забираем из кромки одну петлю. Итак, вот у меня здесь была ножка, да? Теперь я смотрю. Следующее. Вот это. Вот это. Вот у меня ножка, видите? И так как у меня изнаночная сторона, я иглу хотела сказать, спицу ввожу в эту ножку с изнаночной стороны, вернее, с лицевой стороны, и провязываю изнаночной петлей. Все. Разворачиваю вязание. Вот. Мы подняли одну петлю. Снимаю первую петлю, подтягиваю хорошо эту кромочную. И дальше вяжу все петли, которые у меня на спице, лицевыми петлями. Вяжу до конца. И затем, вот провязала я до конца. Вот. И поднимаю следующую петлю. То есть я поднимаю между кромочными. Вот она ножка. И сюда в нее ввожу спицу и провязываю лицевой. Все. Дальше. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Провязываю все петли лицевыми. Первую снимаю, подтягиваю. Ой, провязываем дальше все петли изнаночные, вернее сказала, лицевыми.
Иногда бывает так, заговариваешься. Так, до конца. И поднимаем еще одну петлю из кромочных. Так, не перевернула. Нет, все правильно провязала. Так, вот. Провязала последнюю. И вот между двумя кромочными. Вот одна кромочная у меня. Здесь немножко неудобно мне смотреть. Вот. И вторая. То есть вот она у меня. Вот эта ножка. Я с изнаночной стороны, вернее с лицевой, да, ввожу сзади, так скажем. И провязываю изнаночной петлей. Все, разворачиваю вязание. Перехожу на лицевую сторону. То же самое продолжаю вязать. То есть постепенно поворотными рядами мы вяжем и прибавляем по одной петле с изнаночной стороны одну и с лицевой стороны одну. И так постепенно мы доходим с вами до участка, где мы формировали, вернее я формировала глубину подреза. Итак, вот я дошла до конца. Следующая, вот она у меня ножка. И поднимаю еще одну петлю. Вот. И вот таким образом туда-сюда поворотными рядами мы доходим вот до этого участка. Вот до этого участка. По изнаночной стороне дошла я до маркера, который мне указывает, вот смотрите, до конца вязания, где я вывязывала петли, закрывала для глубины проймы. Итак, мне сейчас надо провязать 2 петли, 2 петли, 2 изнаночных поднять. Но так как по изнаночной стороне это не очень удобно делать, я, смотрите, маркер убираю, нам уже не нужен. Я разворачиваю вязание на лицевую сторону. Вот развернула на лицевую сторону. И вот у меня 2 петли. Вот одна, вот вторая. Вот я должна поднять. Начинаю с крайней левой петли, та, которая ближе к спице. И здесь поднимаю я не за кромочную, а из петли под кромочной. Ввожу крючок и вытягиваю петлю. Все, накинула на спицу. И то же самое со второй петлей. Вот прям в петлю под кромочную. Все, вот они у нас 2 петли мы подняли. И дальше вяжем по лицевой стороне. Первую снимаем. Дальше все петли вяжем лицевыми петлями до конца ряда. То есть все петли, которые у нас находятся на спице. Дошли по лицевой стороне до маркера. Маркер убираю. И вот у меня группа из 2 петель. Вот одна петля и вторая петля. Я беру крючочек и в петлю под кромочную ввожу крючок и вытягиваю петлю. Все, накинула на спицу. И то же самое делаю со второй петлей. Вот у меня вторая петля. Вытянула петлю, накинула на спицу. Вот все, 2 петли у меня есть. Дальше я разворачиваю вязание и вяжу по изнаночной стороне. По изнаночной стороне также в конце разворачиваю на лицевую сторону после того, как провяжу последнюю петлю. И точно так же поднимаю 2 петли. Также вяжу по лицевой, поднимаю 2 петли, разворачиваю на изнаночную, по изнаночной провязали, развернули на лицевую, подняли 4 петли
и по лицевой стороне поднимаем оставшиеся 4 петли. Здесь уже, я думаю, принцип понятен. Почему именно по лицевой стороне, а не по изнаночной я поднимаю? Потому что по изнаночной это делать не очень удобно, а по лицевой с использованием крючка это делается вполне достаточно так легко. Все, девочки, довязала, вот подняла последние 4 петли. И еще я подняла дополнительно с двух сторон 2 петли. Чтобы у меня для чего? Сейчас я буду замыкать в круг, и чтобы вот здесь вот не было большой дырочки. И затем я их убавлю. Так, далее вяжем по кругу. Если кто вяжет поворотными рядами, вяжем рукавчик поворотными рядами. Я вот вяжу по кругу, одеваю маркер начала для обозначения начала ряда и вяжу дальше по кругу. Так, сейчас я вам покажу, в принципе, что у нас получается. Так, ну вот начнем сверху, да? Вот у нас был участочек, вот этот участок, вот, где мы центральные 12 петель выделяли и затем начали вязать поворотными рядами. Ну и вот, пожалуйста, так вот сейчас положу вам. Вот так вот, надеюсь, так видно, да? Вот посмотрите, вот у нас прямая линия, это пройма, потом она уходит вот сюда в глубину. Вот у нас вот такой рукавчик получается. Все довольно-таки аккуратно, посмотрите поближе, прям вам покажу. Итак, это вот у нас здесь кромочные были, видите, вот дорожка прям аккуратная идет. Так, вот если я вот руками, вот видите, пальчиками я провожу, таких крупных дырочек на стыке самой вот высоты проймы и рукавчика нет. И вот так вот красиво все получается. Так, второй рукавчик у меня уже готов. Вот он у меня вот такой. Тоже смотрите. Это еще, конечно, без стирки, без влажной тепловой обработки. Так, что-то маленько не так. Вот так вот. Вот, девочки, вот у меня рукавчик. Вот такой рукавчик. Все, вот я довязала. Все вот так вполне симпатично смотрится. Вот видите, да? Все. При формировании рукава дальше смотрите, какой длины вам необходим рукав. У меня здесь рукавчик где-то сантиметров 12 или 10. И затем я отвязала манжету. По ходу я сделала 5 убавлений, то есть 10 петель убавила. Все. Отвязала манжетик маленький и закрыла методом петля фабричным краем иглой. И вот такой рукавчик у меня получился. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным, и вы в своем вязании будете использовать этот метод имитации вточного рукава. Всем творческих успехов, дружных спиц, вяжите с любовью, носите с удовольствием. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.